Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Лечение судорог народными средствами. Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. Судороги в ногах обычно проявляются ночью. Они доставляют колоссальный дискомфорт и даже боль. Причины лечения должен обозначить доктор после проведения соответствующего обследования. Но если по определенным причинам нет возможности получить квалифицированную помощь, изучите представленную ниже информацию. Я рассмотрю важные аспекты в порядке очереди. Судороги в ногах ночью – причины. Первое – обезвоживание. При дефиците жидкости замедляются все метаболические процессы. Мышечные волокна в должной степени не обогащаются кислородом, что ведет к их непроизвольному сокращению. Второе – нехватка калия, магния и кальция. Эти минералы ответственны за корректное сокращение мышц и весь цикл напряжения-расслабления. Третье – частая подверженность стрессам. Ухудшается деятельность нервной системы, на фоне чего нарушается процесс подачи импульсов к мышечным волокнам. Четвертое. Физическое перенапряжение. Если постоянно нагружать мышцы тяжелыми упражнениями и бегом, впоследствии они начнут непроизвольно сокращаться в ночное время суток. Пятое. Некоторые болезни. При плохом метаболизме, диабете, травмах опорно-двигательного аппарата проявляются судороги. Шестое. Резкое охлаждение. Если человек накануне переохлаждался, погружаясь в холодную воду или стоя на морозе, вечером он может столкнуться с судорогами. Почему судороги в ногах чаще проявляются ночью? Судороги мышц ног возникают во время ночного отдыха из-за неправильной позы, замедляет циркуляцию крови и всех обменных процессов в частности. Причины лечения нужно изучать комплексно, иначе толку не будет. Некоторые специалисты утверждают, что даже динамичный сон способен привести к непроизвольным мышечным сокращениям. Они обуславливают это повышенной активностью головного мозга. На самом деле значение имеют все факторы, начиная с состоянием здоровья, заканчивая балансом психоэмоциональной среды. Чем больше человек нервничает, тем выше вероятность столкнуться с судорогами. Ломота и скованность проявляются в ногах и по утрам. Такое происходит, если человек до конца не проснулся, но уже пытается встать с кровати. Мышечные волокна резко включаются в работу и не успевают приспосабливаться к нагрузкам. Причины судорог в ногах у пожилых людей. Судороги в ногах встречаются ночью у людей преклонного возраста. Рассматривая причины лечения, выделю провоцирующие факторы. Отсутствие физической активности, заболевания опорно-двигательного аппарата, связанные с возрастной категорией, варикоз, инъекции внутримышечные, которые ставятся с частой периодичностью, диабет, прием лекарственных препаратов и, как следствие, побочные эффекты в виде судорог, атрофия мышц, закупорка сосудов нижних конечностей, сложности в деятельности почек и печени, заболевания неврологического характера. Судороги ног у пожилых людей – это следствие активного старения и вышеперечисленных аспектов. Действенные методы лечения при судорогах в ногах. Немногие знают, почему ноги сводят судорогой. С проблемой необходимо бороться как можно быстрее, учитывая причины и лечение. Для этого воспользуйтесь лучшими методами. Первое. Растяжение. Во время приступа важно научиться снимать напряжение. Аккуратно растяните мышцу и останьтесь в таком положении. При необходимости зафиксируйте ногу. Проделайте легкий массаж напряженной области. После растяжения приложите грелку на полчаса. Второе. Магний. Судороги в ногах ночью возникают из-за недостатка магния. Когда доктор установит причины и лечение, минерал вводится в организм пациента для решения проблемы. Дозировка рассчитывается индивидуально, поэтому перед приемом добавок на основе магния обязательно обсудите тонкости с врачом. В качестве альтернативы регулярно кушайте семена и орехи. Третье. Горячая примочка. Чтобы устранить скованность мышц, смочите ткань в горячей воде. Высыпьте на нее английскую соль. Сделайте мешочек и приложите к больному месту. Спустя некоторое время спазм пропадет. Средство крайне эффективно, поэтому позаботьтесь о приобретении соли заранее. Она может пригодиться в любой момент. Народные средства при судорогах в ногах. Судороги в икрах ног случаются редко. Изначальная причина может быть неясна. Если скованность слабая, осмотр и лечение разрешается провести самостоятельно. Воспользуйтесь лучшими народными средствами. Холодный компресс. Смочите ткань в холодной воде,
Добавьте небольшое количество лимонного сока и прикладывайте к больному месту дважды в день 2 недели. Лавровое масло. Втирайте его перед сном легкими массирующими движениями на протяжении полумесяца. Лимон. Протирайте стопы лимонным соком ежесуточно, по одному разу около 10 дней. Это спасает от судорог на пальцах ног. Гвоздика. Залейте 50 грамм сухого сбора пол-литрами кипятка. После настаивания добавьте сахар по вкусу. Пейте трижды в день по 100 мл 1 неделю. Листья хрена. Измельчите 100 грамм листьев, смешайте с 50 граммами меда и 30 граммами соли. Накладывайте компресс каждый вечер в течение 10 дней. Чистотел. Смешайте 100 грамм вазелина и 30 мл сока чистотела. Втирайте средство во время массажа дважды в день около полумесяца. Если судороги в ногах случаются достаточно часто, особенно ночью, с проблемой необходимо бороться незамедлительно. В идеале причины и лечение должен устанавливать доктор. Однако с защемлением мышечных волокон можно справиться самостоятельно. Воспользуйтесь вышеописанными средствами. Если они не помогут, обратитесь за помощью. Лечение судорог отварами из целебных трав. Избавиться от судорог вам поможет настой из адониса. Для этого измельченный адонис залейте кипятком. Принимайте средства по 40 грамм трижды в день. Детям до 2 лет давайте по 6 капель, до 6 лет по 15 капель, до 12 по 20 грамм несколько раз в день. Эффективным будет следующий отвар. В стакане кипятка заварите березовые почки. Выпейте весь настой за 2 дня. Приготовьте средство из крестовника широколистного. Способ 1. Залейте корни кипятком, принимайте по 40 капель каждый день. Способ 2. Сделайте спиртовую настойку. Для этого в 25 грамм корней долейте 100 мл водки. Принимайте ежедневно по 30 капель при часто повторяющихся судорогах трижды в день. Для лечения судорог народные целители рекомендуют лопчатку гусиную. Приготовьте отвар лопчатки и принимайте трижды в день. Хорошо помогает отвар из цвета липы. 50 грамм измельченных цветов липы залейте кипятком, 20 минут настаивайте. Принимайте отвар из липы процеженным по 40 грамм трижды в день. Противосудорожное действие оказывает отвар из сбора целебных трав: грецкого ореха, ландыша, омелы белой, вереска обыкновенного, барбариса, укропа, боярышника, хмеля, ежевики, чабреца, донника лекарственного, ромашки, валерианы, душицы обыкновенной, бузины черной. Расслаблению мышц способствует следующий отвар. Смешайте плоды аниса, фенхеля, тмина и листья мяты. Залейте смесь кипятком, дайте настояться. Принимайте небольшими глотками, процеженным в течение дня. Попробуйте лечить судороги полынью. Способ 1. Залейте толченые семена полыни горькой оливковым маслом. Дайте настояться 8 часов. Принимайте по 2 капли с добавлением сахара. Способ 2. Корни полыни обыкновенной залейте пол-литром пива или воды. Немного прокипятите. Принимайте трижды в день по 40 грамм. Применяйте для лечения судорог отвар из ромашки аптечной. Сухие цветки ромашки залейте кипятком. Недолго кипятите. Средство принимайте процеженным по 1/3 стакана после еды трижды в день. При жалобах на судороги будет полезен отвар из татарника колючего. 20 грамм татарника залейте кипятком. Принимайте трижды в день по 20 грамм. Успокаивающим и противосудорожным действием обладает тимьян обыкновенный. Способ 1. Залейте кипятком 15 грамм травы тимьяна. Принимайте по 20 грамм трижды в день. Способ 2. Приготовьте спиртовую настойку. Для этого 10 грамм тимьяна залейте 100 граммами водки. Дайте настояться. Принимайте по 15 капель трижды в день. Если тревожат судороги, лечитесь отваром из мака. Высушите лепестки мака, разотрите в порошок. Отвар готовится на молоке с медом. Принимайте в течение недели. Использовать маковые лепестки можно также и в виде настойки на спирте или водке. Мед считается лекарством против судорог. Принимайте по 30 грамм меда перед завтраком, обедом и ужином. Курс лечения – неделя. Лечение судорог в ногах мазями. Мазь из масла. При судорожном сокращении мышц натирайте больные области ромашковым маслом. В качестве наружного средства можно также применять горчичное масло. Против судорог икроножных мышц необходимо утром и перед сном смазывать подошвы ног свежевыжатым лимонным соком. Не вытирайте, подождите, пока высохнет, и потом надевайте носки. Курс лечения до 2 недель. Приготовьте мазь из яичного белка с шафраном. Для этого небольшое количество шафрана смешайте с 3 яичными белками. Намажьте лекарство на полотенце и привяжите к ногам. Лечение судорог чесноком. Попробуйте лечить судороги чесноком.
Способ первый. Нарезанным чесноком наполните бутылку на треть, залейте водкой. Настаивать нужно 2 месяца в темном месте, сбалтывая каждый день. Принимайте настой разведенным в ложке холодной воды, по 5 капель трижды в день перед едой. Способ второй. Растолките головку чеснока среднего размера. Полученную кашицу поместите в стеклянную банку, залейте стаканом нерафинированного масла подсолнечника. Настаивайте в холодильнике в течение суток. Способ применения. Чесночное масло необходимо пить по чайной ложке вместе со свежевыжатым лимонным соком за полчаса до еды трижды в день. Принимать средство следует не более 3 месяцев. После перерыва в 1 месяц курс лечения повторите снова. Судороги в ногах, как правило, дают о себе знать ночью. Если вы столкнулись с подобным явлением, посетите доктора для сопоставления причин и лечения. Первичная консультация и сдача необходимых анализов позволят быстрее добиться положительной динамики. Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.